Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Тема этого выпуска – токсичные люди или токсики. И это такие люди, которые вызывают негатив, когда ты с ними общаешься. Токсичные люди могут быть среди родственников, среди друзей, среди коллег и среди подписчиков. К сожалению. Да, стоит уточнить, что слово «токсик» — это разговорное слово, но его используют очень часто. Токсик он, токсик она и токсики они — множественное число. Да. Я слышала, что есть разные виды токсиков. Например, манипуляторы – это те, кто манипулирует твоим мнением или желаниями. Также есть негативисты – это люди, которые много жалуются, ноют, и им все не нравится. И есть критики – люди, которые критикуют тебя. Как ты думаешь, что хуже? Да, я думаю, что хуже всего это именно критики, потому что манипуляции мы уже умеем распознавать, и многие люди уже научились реагировать на них. Негативисты, ну, пессимисты были всегда, и иногда, конечно, он действует на нервы, но это часто не влияет на тебя и на твою жизнь. И критики, они могут как-то подорвать твою уверенность в себе, они могут критиковать твою работу, и ты не будешь продолжать заниматься этим. Поэтому, мне кажется, это самое страшное. Ты как думаешь? Я с тобой согласна. Критики могут влиять и на твое настроение, и на твою самооценку, а это очень длительный эффект. Да, да, верно. М. Причина, по которой я предложила тебе тему токсичных людей, это мои соцсети. Просто там часто попадаются видео блогеров, девушек, Мгм. которые снимают видео про токсичных людей. Например, разыгрывают сценки, где токсичные подружки или родственницы приходят к ним в гости, и они стараются манипулировать этими девушками. И в комментариях всегда просто огромное количество сообщений, где люди говорят, что это их очень триггерит, что это выбешивает их даже через экран, и значит, это все-таки больная тема для людей. Да, я согласна. Я тоже видела такие видео. И хочу сказать, что ты использовала очень много классной лексики, да, триггерить, то есть вызывать сильные эмоции, часто негативные эмоции. Меня выбесило, это тоже очень такое экспрессивное выражение. Не просто не понравилось, а выбесило. Или больная тема, да, тема, на которую неприятно говорить и что-то на эту тему даже слышать или смотреть. Да, Точно. Ну, у нас сегодня такая тема, в ней без экспрессивных эмоциональных фраз не обойтись. точно. Да. Еще я прочитала в статье о фразах, которые часто используют токсики в своей речи. И то есть, если ты знаешь эти фразы, то ты можешь регулировать общение и понимать, когда тобой стараются манипулировать, а когда нет. И это такие фразы, как, например, «тебе все время что-то не нравится», или «ну не обижайся на чужое мнение», или «ты делаешь из мухи слона», то есть преувеличиваешь. Да, или тебе даже сказать ничего нельзя, ты так реагируешь. Или будь проще. И я думаю, мы, как преподаватели русского языка, должны сказать, что такая лексика, такие фразы от манипуляторов наравне с сарказмом – это очень сложный элемент языка для изучающих русский язык, потому что здесь работает интонация и подтекст, то есть люди не прямо выражают этот негатив, поэтому нужно быть осторожными. Да, без учителя здесь сложно разобраться, поэтому
Мы хотим обсудить эту тему, потому что, да, мы проговариваем это на уроках, но не лишним будет для вас послушать подкаст, и, может быть, какие-то фразы вы узнаете, какие использовали ваши русскоязычные. Надеюсь, не друзья, надеюсь, просто знакомые. Никому не желаем таких токсичных друзей или вторых половинок. И перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб, в котором мы обсуждаем темы подкастов и не только. Иногда мы обсуждаем фильмы, короткие фильмы, например. И это отличная возможность преодолеть языковой барьер, найти друзей, единомышленников и пополнить свой словарный запас тоже. Все детали в описании. К сожалению, в своей жизни я встречалась с токсичными людьми. Например, на работе у меня была токсичная начальница, которая манипулировала тобой. Например, когда ей нужно было дать тебе дополнительную работу, она говорила всякие комплименты. Только вы сможете с этим справиться. Ну кто, если не вы? А также она любила, чтобы люди были инициативными, чтобы они что-то предлагали и делали, но при этом только свое мнение она воспринимала всерьез. То есть было бесполезно предлагать что-то действительно искренне. Это было все равно не сработало. Да, у меня пример тоже с работы. Я работала в коллективе токсиков, где 6 девушек сидели в одном кабинете, в небольшом кабинете, и когда одна выходила, все начинали обсуждать ее. Она приходила, уходила другая, все начинали обсуждать ее. И я думаю, несложно представить, что когда выходила я, обсуждали, конечно же, меня. Но и проработала я там недолго, не только по этой причине, но эта причина была одна из основных, потому что слишком сложно работать в такой атмосфере. Да, это правда. У меня тоже была токсичная коллега. Она могла в один момент кричать на тебя, а в другой момент мило спрашивать о твоих личных делах. И таким образом ты просто в общении с ней всегда был как на пороховой бочке, то есть как на бомбе. Да, и я стараюсь избегать таких непредсказуемых людей, и они катают тебя на эмоциональных качелях, ты никогда не знаешь, чего ожидать, и они считают, что ты должен подстраиваться под их настроение. Но взрослые, зрелые люди не могут так себя вести. Да, я с тобой согласна. В такой ситуации важно знать, как защитить себя от таких людей. И я читала, что очень полезное и эффективное я-высказывание. То есть не когда ты обвиняешь человека, ты плохой, а когда ты говоришь о твоих чувствах. Я чувствую, что ты сейчас немного агрессивен, или мне кажется, что ты выходишь за мои границы. Да, я думаю, многие сталкивались с этой проблемой, что когда начинаешь выстраивать эти границы и говорить человеку прямо, что тебе это неприятно, дискомфортно, это вызывает у тебя неприятные чувства и так далее, и человек сразу начинает говорить тебе, что ты эгоистка, или эгоист, или ты какая-то злая, ты думаешь только о себе. И самое главное — собраться и пережить этот момент, этот переломный момент, когда меняется то, как вы общаетесь с этим человеком. Да, согласна. Ну, а если ничего не меняется, даже после того, как ты поговорил и не один раз, то, скорее всего, нет другого выхода, как исключить этого человека из своей жизни. В конце концов, жизнь одна, и нужно беречь свое ментальное здоровье. Да, но не думаешь ли ты, что это радикально слишком? Ну, наверное, когда ты уже много раз проговорил свою позицию, нужно резко решать проблему. Да. Часто это не так легко, потому что если это вторая половинка, наверное, это легче, чем если это член твоей семьи, например.
Да, ну ладно, не будем углубляться в психологию. Да. На самом деле я еще подготовила небольшой тест для тебя, чтобы проверить, не токсичный ли ты человек. Ну давай, проверим. И я предлагаю нашим слушателям также отвечать на эти вопросы, поскольку вы можете потренировать русский язык и, может быть, узнать что-то новое о себе. Итак, первый вопрос. Можешь ли ты начать критиковать внешность человека? Раньше я этим занималась, признаюсь честно. Но потом я переросла, наверное, и сейчас мне уже кажется это абсолютно неважной вещью. И сейчас наоборот, люди, когда начинают критиковать мою внешность, там, например, татуировки, которые им не нравятся, или что-то еще, я уже хочу их обучить этой мудрости и сказать, что нет, это плохая дорожка, не делай так. Но, конечно, сейчас я не учу бесплатно, поэтому я оставляю эти ответы при себе. Да, сейчас нет. И сейчас я не могу критиковать внешность человека. А ты? Я согласна с тобой. Сейчас, когда мы уже не тинейджеры, и Мгм. мы знакомы с идеями бодипозитива, например, Тоже. Мгм. мы понимаем сложности, которые стоят за самооценкой людей, и поэтому обсуждать и осуждать чужую фигуру, мне кажется, это низко. Верно. Хорошо. Какой второй вопрос? Да, второй вопрос. Злит ли тебя, если кто-то не следует твоим советам? Меня не злит, но в конце концов я не могу удержаться и не сказать: "Я же говорила". Звучит токсично. Да. Поэтому, наверное, мой ответ на этот вопрос будет "да". Мгм. Мгм. А твой? Трудно сказать, зависит от ситуации. Если человек регулярно это делает, раз за разом, просит Мгм. совета, а потом делает как хочет, то, наверное, меня это будет раздражать. Но если это был единичный случай, пусть делает как хочет. Мгм. Хороший подход. Так. Вопрос номер 3. Часто ли ты делаешь другим людям комплименты и хвалишь их? Да, потому что, ну, в нашей работе невозможно не хвалить, потому что когда ученик сделал что-то, казалось бы, простое, но сложное для него, ну, нет другого выбора, кроме как сказать «молодец» хотя бы. И с другой стороны, когда я начала вести блог, и в Ютубе, и в Инстаграме, я поняла, как это важно слушать слова поддержки. И поэтому сейчас, да, сейчас я делаю комплименты другим и по поводу их работы, ну, чаще всего по поводу их работы, или по поводу внешности тоже, например, там какая-то новая стрижка, ну, если она мне нравится, конечно, я скажу: "Вау, круто, молодец". Если она мне не нравится, ну, я не буду восхвалять, но, по крайней мере, я ничего не скажу, потому что человек уже это сделал. Да. И ты, я думаю, тоже делаешь комплименты и хвалишь людей. Если мы говорим о работе на уроках, конечно, это одно из первых слов, которому я обучаю моих студентов. Молодец. Молодец, Да, да. ты такой молодец, большой молодец. Но на самом деле в жизни я редко делаю комплименты, просто потому что я стесняюсь. Вот у меня в голове есть мысль: "О, какое красивое платье" или "Какая красивая прическа", но сказать это вслух для меня проблема. Вот мне надо над этим М. поработать. Ну, хотя бы ты думаешь об этом, поэтому не так плохо. По крайней мере, ты не думаешь: какое уродское платье и уродская прическа". Вот я сегодня выгляжу отлично. Но если бы я так думала, тест был бы не нужен. Я точно была бы токсичным человеком. Хорошо, отлично. Да. Что дальше? 4 вопрос. Нравится ли тебе ругаться с людьми в соцсетях? Категорически нет. И был выпуск подкаста не так давно о хейтерах, и я никогда не буду доказывать свою правоту. И хотя,
наверное, нужно было бы для вовлечения людей, но я стараюсь избегать негатива, потому что, ну, это научно не доказано, но я думаю, что от негатива мы болеем, и что-то у нас плохое случается со здоровьем. Не знаю, что это именно, карма или аура или что-то еще, но нет, я стараюсь избегать негатива. Если кто-то пришел ко мне с негативом, он вместе с ним идет в бан. Все, мне не нужно. Да. А ты? Абсолютно согласна. Бан — это мое любимое средство борьбы с негативом. Я вообще тяжело переживаю хейт и негатив, и поэтому, если я такое вижу, я даже не читаю комментарии, не проверяю обновления, я просто скроллю дальше и оставляю человека наедине с его негативными мыслями. Пусть болеет сам. Точно. Последний вопрос. Много ли негатива у тебя в жизни? Ну вот я его избегаю, но все равно он находит, как меня догнать и прийти. Но я бы не сказала, что это прям негатив. Я бы сказала, что это мелкие неприятности. Как, например, помнишь, на прошлой неделе с подкастом то камера не записывала, звук не записал микрофон, и мы очень долго с ним колдовали, и потом хоп, и комментарий про звук о том, что это отстой. Да, ну и как бы это, мне кажется, обычные рабочие моменты, да, что это происходит, наверное, со всеми, потому что когда мы смотрим видео в Ютубе, мы не знаем, что стоит за этим видео, правильно? Мне кажется, негатив связан с эмоциональностью. Если ты достаточно эмоциональный человек, например, я такой, то разные неприятности будут больше на тебя влиять. И, конечно, в моменте ты можешь отреагировать не агрессивно, но очень эмоционально. И, понятно, это принесет тебе негатив. Я бы ответила, что да, в моей жизни много негатива, но, слава богу, я учусь регулировать эти эмоции и стараюсь отстраняться, удаляться от негатива. От негатива. Да. Все нормально, это нормально, у нас живое общение, поэтому ничего страшного не случилось. Или мы можем быть драматичными и сказать: «О, нет, мы сказали что-то неправильно». Ну что, можно сделать вывод, что Наташа не токсичный человек, а я? Ты тоже не токсичный. А я думала, есть какие-то критерии, там, баллы мы получаем за ответы, нет? Ну да. Или по ощущениям? Ну, по ощущениям мы на все ответили нет, поэтому идеально. Ну да, я думаю, что токсичный человек, наверное, сразу бросается в глаза. И мы, конечно, тоже не ангелы, да, есть какие-то темные стороны, но куда без них? Такие люди, такая человеческая натура. Хорошо. И вопрос недели по традиции задаешь ты. Угу. Вопрос недели. А вы когда-нибудь встречали токсичных людей? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытому чату в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.